Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. Друзья, у нас также есть второй закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. И я хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше, расширяться. Благодаря вам мы создаем много новых интересных видео на закрытом канале. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Напоминаю о том, что есть не только закрытый канал Бусти для тех, кому неудобен Бусти и кто не может никак в него войти и там зарегистрироваться. Есть просто закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти. Стоит этот канал столько же 299 рублей в месяц. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады и консультации. Я также провожу обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядами, свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. А сегодня с нами карты Таро Здислава Бексинского. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о такой наболевшей теме, как алкоголизм. В настоящее время процент населения, злоупотребляющих алкоголем, действительно остается достаточно высоким. По данным на 2023 год, около 40% женщин и 60% мужчин в России употребляют алкоголь регулярно. И всего около 28 миллионов человек в мире испытывают проблемы, связанные с алкоголизмом. Вторым тревожным фактором является ранний возраст начала употребления алкоголя. По данным исследования, около 40% молодежи в возрасте от 12 до 18 лет хоть раз в своей жизни пробовали алкоголь. Почему алкоголь вызывает привыкание и как от него избавиться? Насколько опасен и разрушителен он для мозга? Для чего его изобрели и из чего состоит алкоголь? Давайте сегодня на эти и многие другие вопросы ответим с помощью карт Таро Здислава Бексинского. Первый вопрос такой интересный. В лекции профессора Владимира Жданова, если не смотрели его лекции, посмотрите обязательно, очень интересно, упоминается интересный факт. Состав алкоголя не что иное, как продукт жизнедеятельности дрожжевых бактерий, то есть моча бактерий. Так ли это? Правда ли, что состав этилового спирта – это моча дрожжевых бактерий? Скажите нам, пожалуйста, карты, правда ли, что состав этилового спирта – это не что иное, как моча дрожжевых бактерий? Правда ли, что состав этилового спирта – это не что иное, как моча дрожжевых бактерий? Правда, смерть. Карта смерти еще указывает на то, что алкоголь был создан не для того, для чего мы его сейчас с вами употребляем. Не для развлечения, а для каких-то тайных, сакральных, оккультных целей. Карта смерти – это карта перерождения, карта трансформации, карта входа в бездну и в неизвестность. Карта употребления алкоголя тайных обществ. Здесь у меня есть вопрос про тайные общества, и это действительно совпало очень хорошо, то, что тайные общества раньше употребляли алкоголь и использовали его в своих оккультных обрядах для того, чтобы переходить на какой-то другой уровень, для того, чтобы как-то перерождаться вот в этих вот оккультных обрядах, да, вот здесь вот об этом говорится. Это, во-первых. Во-вторых, карта смерти здесь положительна и говорит о том, что действительно в состав этилового спирта входит моча дрожжевых бактерий, но не только она. Там задействованы более, скажем так, сильные структуры, и состав состоит не только из обыкновенной мочи дрожжевых бактерий, да, обыкновенной жизнедеятельности бактерий. Тут что-то берите выше, как говорится, да. Карта смерти говорит о полном перерождении и трансформации, для чего изначально был изобретен этиловый спирт. Да, карта повешенной также говорит о продукте жизнедеятельности, о продукте разложения кого-то, да. Повешенный здесь разлагается у нас, он тлеет, он гниет, да, продукт гниения и разложения живых микроорганизмов, это правда. Еще одну карту вытянем.
и карта нищета, приводящая к моральной нищете, да, к деградированию человечества. То есть человечество сейчас алкоголь использует не в тех целях, для каких он был создан изначально. Но на эти и другие вопросы мы с вами ответим чуть позже. Друзья, мы с вами сейчас еще подберемся, да, к этому вопросу, для чего создали этиловый спирт. Это как раз следующий второй вопрос. Итак, мы выяснили сейчас, что этиловый спирт действительно является продуктом жизнедеятельности, растворения, гниения дрожжевых бактерий. И это не только моча, но это и разложение каких-то дрожжевых бактерий, да, но здесь еще алкоголь был создан для каких-то других целей, для того, чтобы впадать в какой-то транс, переходить в какие-то другие пространства, да, в какие-то другие миры. И люди по нищете своей душевной, по нищете своей моральной используют немного не так алкоголь сейчас, как его явно должны были использовать, да, и его явно использовали другие люди, находящиеся в каких-то тайных сообществах, допустим, сообществах тамплиеров, да. Здесь об этом речь. Для чего создали этиловый спирт? Для чего создали этиловый спирт? Вот сейчас узнаем. Он был выведен для порабощения населения и их деградации или для иных целей? Для каких? Для чего создали этиловый спирт? Он был выведен для порабощения населения и их деградации или для каких-либо иных целей? И для каких? Для чего создали этиловый спирт? Для порабощения населения и их деградации? Нет, карта поддержка, карта положительная в том плане, что не положительная ответом на вопрос, да, на наш положительно отвечает, а в том, что для какой-то поддержки, для чего-то, я же говорю, для каких-то тайных сообществ, для каких-то оккультных целей был создан алкоголь. Это просто люди сейчас используют его в неимоверных количествах не для тех целей. Алкоголь выводит на другой уровень, но переборщив с алкоголем, люди становятся злыми, люди становятся агрессивными, люди становятся зверьми, да, и используют его не так, как это необходимо. Карта поддержки говорит о том, что он был создан для поддержки кого-то и для поддержки чего-то, да, не для порабощения населения отнюдь. А для каких целей он был создан? Он был создан, я же говорю, для каких-то высших целей. Да, здесь какая-то миссия. Карта звезда указывает на зеленый свет. Зеленый свет здесь говорит о каких-то действительно тайных оккультных сообществах, о том, что алкоголь являлся переходом в другой мир, то есть употребляя алкоголь, люди могли перенестись в какой-то иной мир. Здесь карта звезда на это указывает. Он был создан не для деградации населения, не для ее порабощения. Люди используют алкоголь в тех целях, каких они его сейчас используют, не так, как это необходимо, да? Карта звезда говорит о том, что куда-то переносится человек или переносился бы, если бы он использовал его как-то аккуратно. Тот же самый абсент, да, вот, кстати говоря, абсент, зелененький абсент, о котором все говорят, выпивая абсент, ты видишь какие-то галлюцинации, да, видишь то, чего не видят другие люди. Здесь об этом речь. Здесь какие-то галлюцинации должен вызывать алкоголь, но какие-то хорошие галлюцинации для переноса в другое измерение, для выполнения каких-то высших целей. Правда ли, что этиловый спирт создал монах-алхимик Валенсиус? Если нет, то кто его создал? Мы сейчас и до Менделеева с вами доберемся, и до водки, да? Правда ли, что этиловый спирт создал монах-алхимик Валенсиус? Если нет, то кто его создал? Правда ли, что этиловый спирт создал монах-алхимик Валенсиус? В содружестве с кем-то, да, то есть не один монах-алхимик, а в содружестве с кем-то. Карта положительная, да, действительно, Валенсиус принимал участие, но он был в содружестве с кем-то. Несколько человек принимали участие, и они были опять-таки вот этим тайным обществом, которые были вхожи в какие-то другие миры, в какие-то оккультные общества, в какие-то посвящения. И сам монах-алхимик был непростым человеком, да, непростым монахом. Он был вхож в какие-то круги, и вместе с этими людьми он создал этиловый спирт, как раз-таки вот для тех целей, которые я сейчас ранее озвучила, для того, чтобы переноситься в какие-то другие миры, в какие-то другие пространства, для того, чтобы видеть галлюцинации, которые помогают что-то делать в этом мире, да, в нашем мире, в мирском, скажем так, мире. Да, действительно, монах-алхимик принимал участие, но создал он его не один. Верно ли утверждение, что рецепт водки вывел Менделеев? И для каких целей была выведена в свет водка? Верно ли утверждение, что рецепт водки вывел Менделеев?
Верно ли утверждение, что рецепт водки вывел Менделеев? Им кто-то управлял, да, управлял на момент того, когда он выводил как раз-таки, да, вот этот спиртной напиток, водку, кто-то под чью-то дудочку он играл, да, он не сам выводил, он не сам это делал, возможно, это были вообще не его мысли, возможно, Менделеев совершенно не обладал какими-то яркими познаниями, да, он был, возможно, просто химиком, которому это было неинтересно, которому кто-то управлял свыше. Здесь управление над Менделеевым идет, да? А для чего, для каких целей была выведена в свет водка? Действительно, Менделеев, но кто-то над ним стоял, либо был подселенец в Менделееве, да, когда он создавал водку, либо было управление жесткое какое-то над ним, и под чью-то дудочку он плясал, потому что он тоже состоял в каких-то, естественно, тайных сообществах. Менделеев был таким непростым человеком. Для каких целей в свет? Здесь говорится не про цели немножко, здесь говорится все про того же Менделеева, да, мы продолжаем как бы эту картину, сейчас мы узнаем, для каких целей, друзья. Поддержка, идиллия, ну вот как-то вот его, знаете, сам Менделеев бы не смог вывести такой продукт, как водка. Он не обладал такими яркими познаниями, скажем так, да, здесь была поддержка и управление над ним. Кто-то не жестко им командовал, управлял, как я сейчас сказала, а все-таки поддерживал его как-то сверху. Это была идеальный тандем, это была идиллия. Тот, кто его поддерживал, они вместе создавали, точно так же, как и Валенсиус не мог один создать этиловый спирт, точно так же и Менделеев не смог бы до этого додуматься, догадаться, правильно соотнести вот эти пропорции, идеальные пропорции. Для того, чтобы идеальные пропорции были созданы, для него было управление и поддержка, для Менделеева я имею в виду. Для каких целей конкретно была выведена в свет водка? Мы сейчас немножко поговорим про историю, а потом уже поговорим про наши дни, да? Для чего, как, почему? Возможно ли вылечиться от алкоголизма? Для каких целей была выведена в свет водка? Пробитие защиты человека. Пробить защиту человека. У каждого человека есть своя защита. Пробить эту защиту. Карта шут и карта защита. Пробить ее, обнулить эту защиту. Сделать человека уязвимым, принести болезненный опыт, страдания, для болезней, да? Для того, чтобы человек заболел, какие-то болезни, чтобы в человеке были, чтобы зародились какие-то болезни. То есть для негативного опыта человека это было сделано специально. Водка не является хорошим продуктом для человека. Вы, наверное, уже все эти и без меня, и без карт знаете, да, болезненный опыт, обнуление защиты, пробивается защита, когда человек пьет водку. После водки желательно, если вы даже выпили рюмочку другую, да, желательно почиститься полностью и желательно поставить на себя новую защиту, потому что защита основная у человека пропадает. Она уходит. Его можно пробить. Его можно пробить, подселить любую болезнь. Он становится уязвимым. Именно для этих целей была создана водка. Правда ли, что тайные общества еще до того, как спирт увидел свет, это вот мы как раз об этом в самом начале говорили, да? Давайте все-таки зададим этот вопрос. Правда ли, что тайные общества еще до того, как спирт увидел свет, использовали алкоголь в своих оккультных обрядах? Чего им помогал добиться алкоголь? Мы уже выяснили, что действительно алкоголь был создан для каких-то высших целей, да? Дальняя дорога. Уйти в дальнюю дорогу, я же говорю, увидеть какие-то другие миры, познать какие-то другие миры. Они переносились в какие-то другие миры. Тайные общества правильно использовали алкоголь не так, как мы сейчас его с вами используем. Алкоголь помогал достичь какой-то вот нирваны, да? Помогал уйти в какие-то дальние дали. Какие-то дальние поездки, дальние пути дороги. Правда ли, что тайные общества использовали? Действительно правда. И алкоголь помогал им куда-то перенестись. Я же говорю, перенестись, кстати говоря, в те миры, в те года, как, знаете, как в прошлое, переход в прошлое. Помогало видеть прошлое. Помогало исправить какие-то ошибки по рыцарю мечей. Угу. Помогало перенестись в прошлое, помогало исправить какие-то ошибки в дальней дороге. Здесь перенос в другие миры с помощью алкоголя. Действительно использовали. Существует ли безопасная доза алкоголя? Существует ли безопасная доза алкоголя? Существует ли
безопасная доза алкоголя. Мы все с вами там пьем шампанское, вино, да, и думаем, что это является безопасной дозой алкоголя. Бокальчик ничего не сделает для нашего организма. Давайте действительно узнаем, существует ли безопасная доза алкоголя. Это в прошлом осталось. Это осталось в прошлом. Тот алкоголь, который был тогда выведен изначально в прошлом, который использовали как раз-таки для оккультных обрядов, его больше нет такого алкоголя. Сейчас алкоголь совершенно другой. Алкоголь, хочется сказать, пошел далеко, но в то же время хочу сказать, что алкоголь деградировал, наоборот, да? Стал совершенно другим. Существует ли безопасная доза алкоголя? Те пропорции, которые изначально были измерены, вот эти идеальные, да, много алкоголя, много разного алкоголя, который управляет нами. Здесь не существует безопасной дозы алкоголя. Каков итог? Итог один, друзья. Вот здесь вот идиллия, все хорошо, все идеально, пока ты только начинаешь, пока там бокальчик другой, но потом это все переходит в многообразие, да, много алкоголя, хочется это попробовать, того попробовать, вы понимаете, да, надеюсь, о чем я говорю. То есть в ностальгии в прошлом остался тот алкоголь, который можно было употреблять, который переносил в другие миры, другие прострации, но с появлением водки, с появлением того алкоголя, который уже мы с вами все знаем, не существует идеальных пропорций. Итог всегда один, это смерть, да, здесь надгробие у нас указаны. И алкоголь управляет нами, потому что его очень много, хочется попробовать все. Хочется попробовать виски, вино, да, виски с колой и так далее. Не существует безопасной дозы алкоголя. Действительно ли алкоголь убивает клетки и нейроны головного мозга? Действительно ли алкоголь убивает клетки и нейроны головного мозга? Да, карта смерти. Здесь карта смерти обозначает уже смерть, да, потому что мы спрашиваем, действительно ли убивает карта смерти, действительно ли алкоголь убивает клетки, нейроны головного мозга. Да, однозначно, да, это в любом случае. Это действительно, это не только научно доказано, и карты говорят даже, да, об этом. Является ли алкоголизм заболеванием? Если да, является ли он наследственным заболеванием? Знаете, говорят, вот там тому человеку по генетике перешло, да, у него отец пил или мать пила. Вот действительно ли алкоголизм является заболеванием? И если да, наследственное ли это заболевание? Действительно ли алкоголизм является заболеванием? И наследственное ли это заболевание? Сейчас все 6 карт вытяну, друзья. Здесь не заболевание, здесь не о заболевании речи, вообще это не является заболеванием. Здесь карта дьявола выпала, да, и карта дьявола указывает нам на то, что здесь все-таки как подселенец, да, когда вот человек пьет горючую жидкость, а когда он выпивает в достаточных дозах по тузу пентаклей, да, когда уже все, когда уже пить дальше невозможно, просыпается дьявол, и по пажу жезлов у человека помутняются и затупляется сознание, и помутняются мысли, да, и здесь все-таки не про заболевание речи, здесь все-таки про зависимость, про наркотическую зависимость. Дьявол — это всегда зависимости, это всегда аддикция. И здесь про наркотическую алкогольную зависимость. Это наркотик, вызывающий привыкание. Это не болезнь ни в коем случае. От любого наркотика всегда можно избавиться самостоятельно, уйти от этого, уйти и не испытывать девятку мечей, не испытывать горечь утраты самого себя, хочется сказать, да. У каждого своя голова на плечах по королю пентаклей. Король пентаклей имеет голову на плечах, и он ясно мыслит.
И каждый может всегда, в любой момент избавиться от алкоголя, друзья, самостоятельно, приняв решение. Просто у человека в голове откладывается, что это болезнь, я не могу избавиться, я привык. Нет, на самом деле, друзья, от этой привычки избавиться можно. Алкоголь не является заболеванием, тем более наследственным, переходящим из уст в уста, хочется сказать, да. Туз пентаклей – это ударная доза алкоголя, когда уже все, баста, дальше некуда. Дьявол вселяется, да, как подселенец вселяется в человека помутняется разум, рассудок, поэтому он совершает какие-то опрометчивые поступки. Но всегда можно уйти в отшельники, и всегда можно принять эту горечь, скажем так, утраты самого себя и вернуться к своей собственной голове. Я извиняюсь, что я так завуалированно и запутанно говорю, да, но я говорю как есть. Здесь наркотическая зависимость, привязка, аддикция, и всегда от аддикции можно избавиться. Можно избавиться и разорвать узлы друг от друга, да, от другого человека, от которого вы зависимы. Точно так же можно разорвать узлы от алкоголя, самостоятельно приняв решение жизненно важное для вас. В данном случае алкоголизм заболеванием не является. Он является продуктом жизнедеятельности дьявола, который распространяется на вас в тот момент, когда вы пьете. Следующий вопрос. Почему под воздействием большой дозы алкоголя человек начинает неподобающе себя вести? Мы только что, да, с вами узнали то, что все-таки подселенец, да, в человека вселяется, когда мы с вами пьем алкоголь в больших количествах, в большой дозе. Почему под воздействием большой дозы алкоголя человек начинает неподобающе себя вести? Почему так происходит? Силы просыпаются, да, покорить весь мир. Я хочу покорить весь мир, у меня новые силы. Подселенец, я же говорю, королева жезлов, много сил, у меня много сил. Королева жезлов еще говорит о черной магии, да, о том, что у меня сил выше крыши, я могу поработить этот мир, да, такое ощущение, что в человеке просыпаются какие-то иные силы, силы иного характера, работает не его мозг. Работает не его мозг, работает рептильный мозг, так и хочется сказать, но это все иллюзии, естественно, да, ему даже что-то кажется, его может глючить под воздействием алкоголя, вызывать галлюцинации. Почему он начинает неподобающе себя вести? Потому что приходит подселенец, да, в виде дьявола. Приводит к смертям чаще всего. Я могу покорить весь мир, я могу прийти к вершине Олимпа, но чаще всего под такими веществами, да, особенно если большое количество алкоголя употребил человек, то неважно, какой человек был, хороший, плохой, да, но все равно приходит к одному и тому же итогу. Либо сам умирает, погибает, либо кто-то от его рук умирает и погибает. Это управление человеком. Человек сам не осознает, что он делает. Я же говорю, подселенец, управленец. Это все иллюзии, то, что он может все это сделать сам. Это не он говорит в нем. Это говорит в нем дьявол. Говорит в нем совершенно другая сущность. Почему человек ведет себя неподобающе? Потому что другие сущности говорят о человеке, когда человек употребляет большое количество алкоголя. Я именно сейчас про большое говорю. Следующий вопрос. Почему больше людей с алкогольной зависимостью в России, нежели в других странах? Почему больше людей с алкогольной зависимостью в России, нежели в других странах? Почему больше людей с алкогольной зависимостью в России, нежели в других странах? Что-то скрытое внутри, да? Чего-то нет у человека. Человек опустошен, человека горечь, человек стоит на месте. Что-то скрытое, что-то тайное, вот как будто бы россияне не содержат внутри вот чего-то, да? Чего-то, что есть у других людей. Вот именно россияне этого не содержат, внутри чего-то нет. Не постигли дзена, хочется сказать, да? Тут что-то с организмом, скрытность. Внутри организма. Чего-то нет внутри организма. Да, какой-то силы нет внутри организма, выталкивающей алкоголь. Вызывает привязанность из-за этого, из-за того, что вот этого вещества нет. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это говорится про вещество алкоголь-дегидрогеназы, да, которое содержится в печени человека.
Да, жрица, что-то тайное, что-то скрытное, да, что внутри человека, чего-то внутри человека у россиянина не хватает, чего есть у других наций, у других национальностей. И поэтому в России человек подвержен привязке к алкоголю и не имеет той силы, чтобы вытолкнуть алкоголь из себя, да, в каком плане? В том плане, что быстро пьянеет, в том плане, что быстро заболевает, вот этой, как все ее называют, болезнью, да, но это наркотическая зависимость просто, алкогольная зависимость, чего-то нет внутри, какого-то вещества, который отторгал бы алкоголь, как в других странах, у других национальностей. Именно поэтому россияне страдают чаще всего, быстрее всего, больше всего. Правда ли, что женский алкоголизм неизлечим? Правда ли, что женский алкоголизм неизлечим? Болезненный опыт. Приносит болезненный опыт, хорошо. Правда ли, что женский алкоголизм неизлечим? Иллюзия, неправда. Проблема больше, чем хочет казаться. Вернее, кажется больше, чем на самом деле есть. Проблема больше, чем она есть, да? И больше они говорят. Больше говорят почему-то о женском алкоголизме, да? Нет, здесь на равных. Что мужчина, что женщина. Здесь два человека, да, сидят на карте. Болезненный опыт принесен и тому, и другому. И мужчине, и женщине. Это иллюзия. И целый мир, карта мир 21 старшего аркана говорит о том, что все-таки женский алкоголизм, про него больше говорят, больше шепчут именно про женщин, больше говорят ты алкоголичка, да, чем про мужчин. И здесь, конечно же, женский алкоголизм излечим. Здесь нет такого, что мужской излечим и женский неизлечим. Нет, это неправда, это иллюзия, друзья. Просто больше о нем говорят, как будто бы больше он на слуху. Если женщина страдает алкоголизмом, то про нее сразу все говорят, сразу указывают на нее пальцем. Это неправда. Возможно ли самостоятельно вылечить алкоголизм? Возможно ли самостоятельно вылечить алкоголизм? Мы уже с вами это говорили, да, об этом говорили, что подсознание очень хорошо работает у человека, если он включит свое подсознание, если он включит свою внутреннюю силу, то он поймет, что любые болезни внутри него излечимы. Но, к сожалению, сделать это очень сложно. Это нужно себя на это настроить, действительно. Возможно ли самостоятельно вылечить алкоголизм? Возможно ли самостоятельно вылечить алкоголизм? Это очень сложно сделать, да? Это сила, сидящая внутри тебя, твое собственное подсознание, твое собственное я, твое собственное эго. И если ты позволишь своему собственному я вылечить его, то ты от него избавишься, карта Луна говорит. Изобилие много, да, когда человек страдает, когда человек привязан к алкоголю, изобилие алкоголя не дает ему отказаться от этой мысли, потому что человек слаб душой. Тут преклоняются люди, да, перед каким-то богом, как рабы. Человек слаб душой, человек как раб себя ведет по 12 пентаклей. Поэтому отказаться будет очень сложно. Первые плоды в любом случае принесут не успех, в любом случае будет рецидив, да, после того, как он первый раз попробует. Но останавливаться не стоит, карты говорят. Первые плоды, первый раз, когда он попробует избавиться от алкоголя, в любом случае принесет рецидив. Но избавиться от алкоголя самостоятельно возможно. Кодирование, сразу говорю, я даже не буду смотреть на картах, это неправда, это самовнушение, друзья. Я прекрасно об этом знаю все. Кодирование, гипноз, это все самовнушение. Все всегда является самовнушением. Просто если вы самостоятельно не можете избавиться от этой проблемы, то вы идете, делаете обряд, то вы идете на гипноз, вы идете на кодирование, и это, да, поможет. Но сам факт того, что если вы сами решите сорваться, то вам уже не поможет никакой гипноз, никакое кодирование. Вы в любом случае пойдете и выпьете бокал другой, да? Почему человеку так плохо становится после того, как он закодировался, если он вдруг решил выпить? Это подсознание так работает, друзья. Это вам внушили, что вас закодировали. Кодирования как такового не существует. Ну да, вшивают там
вшивают там торпеду, да, кодируют там какими-то иными способами, но это все неправда, это все иллюзия. Только вы сильны, только вы работаете сами над собой мастерски. Всегда люблю повторять эту фразу. Когда ты постигнешь, что такое этот мир, как он работает, у тебя у самого начнут получаться чудеса. Попробуйте. Это работает, правда. Что видит человек при алкогольном делирии? Это белая горячка, друзья. Это действительно галлюцинации, он видит чертей, да? Или это приходят, правда, иные сущности из другого мира, которых мы с вами не видим в трезвом состоянии? Что видит человек при алкогольном делирии или белой горячке? Что видит человек при алкогольном делирии? Это галлюцинации человека или это действительно параллельный потусторонний мир, который приходит к человеку, который много употребляет алкоголя? Это галлюцинации, это параллельный мир. Это параллельный мир, причем приходят эти черти, эти бесы для того, чтобы человек сделал выбор снова в пользу алкоголя, да, для того, чтобы настроить его, да, поддержать его, скажем так, да, для того, чтобы снова настроить его на бутылку, хочется сказать, да. Да, вызывают внутренний конфликт. У тех существ, которые приходят из параллельного мира при алкогольном делирии, есть свой расчет. Они расчетливые, они хитры, они умны. Это не галлюцинации, друзья. Рыцарь кубков, любовная карта вышла, да? Это карта выбора. Черти специально приходят к человеку, чтобы ему перестали они казаться, да? Человек хочет, чтобы эти черти ушли, чтобы эти галлюцинации закончились, и человек снова начинает пить, потому что именно в трезвом состоянии, когда человек резко бросает пить, приходит алкогольные делирии. Приходит он для того, чтобы человек продолжил, и для того, чтобы душа его попала к этим потусторонним сущностям, да, в конце концов человек погиб. Вот что такое алкогольный делирий. Этого мы с вами видеть не можем, потому что к нам не приходит зеленый змей, да, хочется сказать. А зеленый змей – это тот же самый дьявол. Истинная цель подношения алкоголя в церкви на святом причастии в виде когора. Истинная цель подношения алкоголя в церкви на святом причастии в виде когора. Королева мечей. Это что-то плохое всегда, да? Королева мечей – это раздор, рассорки. Королева мечей – это обиженная женщина, которая хочет мстить. Уже мы видим, да, что это не полюбовное, что это не по любви подносит нам когор на святом причастии. Истинная цель подношения алкоголя в церкви на святом причастии в виде когора – управление людьми, управление массами. Там что-то есть в составе по королеве мечей для того, чтобы управлять людьми. Я об этом говорила в своем раскладе про церковь на закрытом канале. Друзья, посмотрите. Здесь я все рассказывать про церковь не могу. Людей религиозных много. На дальний путь, на дальнее расстояние, на дальнюю дорогу, задел на будущее. Управление заделом на будущее. Что-то есть в составе. Что-то нехорошее в составе этого вина, в составе этого когора. Там уже что-то подмешано внутри, и не только в когоре, да, но и вообще я имею в виду все святое причастие. Скрытность, что-то скрыто, что-то там внутри, я же говорю, да, по королеве мечей, по карте скрытности, что-то содержится внутри когора для того, чтобы управлять людьми на дальнюю дорогу, чтобы одерживать победу над людьми. Король Пентаклей. Король Пентаклей, у которого голова на плечах, да, всегда, и который всегда рассудителен, хитер и мудр. Ну да, чтобы быть победителями над людьми, чтобы управлять массами. Вообще религия – это средство хорошего управления массами, друзья. Не обижайтесь, религиозные люди. Я не хотела сейчас никак задеть ваши чувства. Последний вопрос, друзья. Как будет чувствовать себя Россия без злоупотребления алкоголя, если бы вот никто из нас не злоупотреблял алкоголем, если бы не было маргиналов, валяющихся на улице, да, если бы не было людей, злоупотребляющих алкоголем, если бы не было вытрезвителей всех этих, если бы люди жили вот так вот счастливо, не злоупотребляя алкоголем, какой бы была Россия, лучше, хуже? Какой бы была Россия без злоупотребления алкоголя? Какой бы была Россия без злоупотребления алкоголем? Лучше, хуже? Какой была бы Россия? Лучше,
хуже? Ну, конечно же, лучше. Посмотрите, хуже выходит карта вор, куда уж хуже, хочется сказать, да, карта вор, карта подкрадуля, да, и карта, плохая карта, семерка мечей, карта вора, карта цинника, изменщика, предателя. Не было бы предателей, все бы были дружны, все бы любили друг друга, двойка кубков, все бы все решали полюбовно с миром, только в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, в состоянии одурманивания, в состоянии привязки человека к чему-либо, в состоянии аддикции и внутреннего дьявола внутри себя человек способен вот на такие измены. На измены себе, на измены другу, на измены кому угодно. Но дружба рождается, когда нет злоупотребления алкоголем, и не только злоупотребления алкоголем, хочется сказать, что дружба рождается, когда нет войны, нет всего плохого того, что есть на нашей земле, да, это истинная правда, друзья. Вот такая правда про алкоголь. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите вопросы, которые вы бы хотели обсудить в рамках именно этого расклада, либо в рамках какого-то другого расклада. Пишите, какой расклад вы бы хотели увидеть на моем канале. Свои пожелания, пожалуйста, пишите, я их учту обязательно, друзья. Я практически всегда и всем отвечаю на комментарии. Напоминаю, что у меня есть личные расклады, консультации, я делаю обряды, мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. Пожалуйста, переходите на мой телеграм-канал, в телеграм-чат, все ссылки есть в комментариях, а я вас очень люблю, друзья, и до новых встреч!